Введение. Уважаемый читатель, данная книга, несмотря на свое название, вовсе не относится к области фантазий. Повседневная действительность здесь предстает в новом, незнакомом обличии, отчего становится намного удивительней любой мистики. Вам предстоит убедиться, что окружающий нас мир не совсем такой, каким мы привыкли его видеть. Реальность, при всем своем многообразии, имеет четко выраженную зеркальную симметрию. Дуальная природа нашего мира проявляет себя повсюду. Есть левое и есть правое, есть верх и низ, душа и разум, живое и мертвое. Черное и белое, осязаемое и иллюзорное. Дуализм служит причиной извечного противостояния опять же двух направлений в мировоззрении – идеализма и материализма. Но все-таки чем на самом деле является наш мир – механистической системой или виртуачной иллюзией? Если искать ответ лишь в одном направлении, то возникает масса противоречий и парадоксов. Так называемой золотой середины тоже не существует, она слишком размыта. Где же в таком случае находится истина? В поисках разгадки мы двинемся несколько необычным путем. В качестве ответа на всякий вопрос типа «что есть реальность?», то или это, примем один нетривиальный постулат. И то, и другое. Истина лежит не посередине, а именно на пересечении граней многоликой реальности. Наряду с материальной вселенной существует ее зеркальное отражение, неосязаемый и незримый, но такой же реальный мир, присутствие которого проявляется в необъяснимых явлениях. В точке соприкосновения этих двух миров реальность становится не только понятной, но и, что удивительно, управляемой. Человеку, однако, свойственно вдаваться в крайности, поэтому он, в зависимости от мировоззрения, пытается искать решение своих проблем либо в рамках материальной действительности, либо в области метафизики. Но ни тот, ни другой путь не приносит удовлетворительных результатов. Человек пребывает во власти обстоятельств, жизнь с ним случается как сновидение, на которое он не в силах повлиять. И все же есть один принципиально иной способ взаимодействия с окружающим миром – трансерфинг, о котором и пойдет речь в этой книге. Суть в том, что если принимать во внимание обе стороны дуального мира и следовать определенным правилам, то можно получить доступ к управлению ходом событий. Реальность прекращает существовать как нечто внешнее и независимое по отношению к человеку. Он обретает способность подчинять ее своей воле. Наверное, вы уже слышали о том, что энергия мыслей не исчезает бесследно, она, без сомнения, оказывает определенное влияние на окружающую действительность. Но как использовать эту энергию? Почему наши желания не исполняются, а худшие ожидания, напротив, сбываются? Отчего известные методы визуализации желаемого в одних случаях срабатывают, а в других нет? Дело в том, что есть одно недостающее звено, без которого любые эзотерические практики превращаются в бесполезную трату времени. А между тем секрет лежит на поверхности, и он настолько непостижимо прост, что в него трудно поверить. В книге дается ответ на вопрос, в чем состоит это недостающее звено. Получив ключ к управляемой реальности, вы откроете для себя мир, в котором невозможное становится возможным. Книга родилась в результате переписки с читателями, теми, кто испробовал трансерфинг на своем опыте. Все они с неподдельным удивлением рассказывают о невероятных изменениях, произошедших в их жизни. Обычно досаждающие проблемы куда-то исчезают двери, которые раньше казались безнадежно закрытыми. Отворяются окружающие по непонятным причинам, начинают относиться с большей симпатией, реальность буквально на глазах меняет свой облик. Получается так, что мысли совершенно непостижимым образом воплощаются в действительность. Если это будет вашим первым знакомством с трансерфингом, в тексте вам могут встретиться неизвестные понятия. Их объяснение дается в словаре терминов. Более подробное изложение принципов управления реальностью можно найти в книгах «Трансерфинг реальности» и «Яблоки падают в небо». Несмотря на то, что многое, о чем вы узнаете, покажется вам весьма необычным, помните, здесь нет никакого вымысла. Все настоящее.